Мы приглашаем вас на прогулку по ярмарке нонфикшн «Весна». Заглавная тема, она за моей спиной, я, кстати, не знаю, видно это или нет, написано «ИИ. Искусственный интеллект». Потому что мы стоим на пороге того времени, когда книги будут писать умные машины, когда они, переработав всю мировую литературу, без всякого сомнения создадут шедевры без участия человеческого разума. Но пока мы живем еще в то счастливое время, когда книжка – это главная драгоценность. И, собственно, такие драгоценности для вас мы на нонфикшн сейчас и обнаружим. Ну и совсем не обязательно, если вдруг вы не успели прийти и купить их именно здесь, можно заказать в интернете. Слава богу, мы живем в эпоху, когда уже точно можно не выходить из дома и заказывать книги через интернет. Поэтому жемчужины нонфикшн обнаружим сейчас для вас и про каждую из них расскажем. И у нас сегодня еще будет рояль в кустах, потому что мы отдельно представим детскую книжку. Вообще, мне все говорят, почему детскую? Она книжка от 6 до 99 лет. Вот тут рояль в кустах, вот он, да, книжка у меня сейчас в руках. Называется она «Тайна старого чердака». Была написана моим сыном и моим папой летними вечерами недалеко от усадьбы Архангельская. Была написана для себя. Благодаря Елене издательству «Лингвеев» была литературно отредактирована и совершенно невероятно издана. Мы ее полистаем, покажем вам подробно, с фантастическими иллюстрациями монахини Магдалины, которая, ну, все-таки я не могу, можно я открою, да, это усадьба Архангельская. Я вообще не понимаю, почему нашу книгу не взяли на книгу лучших иллюстраций. Она вполне могла бы замахнуться, простите, и на эту номинацию, и покажу книжки, которые были изданы в этом году, сразу несколько книг моего отца. Мне кажется, это будет такое интересное завершение нашей сегодняшней прогулки. А вот эту книгу сегодня еще и будет презентация, Маруся снимет. Можно будет послушать умных людей, которые работают в жанре детского детектива. Вот, отправляемся. Приходя на нонфикшн, обязательно нужно брать программку, и тогда ваша жизнь значительно облегчается. Особенно если вы, вот здесь дарит закладку в этом году, если вы посмотрите раньше, чем вы пойдете на нонфикшн, то откроете сайт, и на сайте можно будет посмотреть, во-первых, топ-лист ярмарки. И это уже который год. Раньше были такие стеллажи, и мне как-то это было понятнее. Сейчас сделали колонны, и нужно ходить вокруг этих колонн. Они делятся на детскую литературу, там еще какую-то, и можно обходить вокруг. Мне кажется, это стало менее наглядно. И дальше вы фотографируете книги, которые вас интересуют, и потом уже с этим списком идете, ищете, да, нужный стенд. Мы решили в этот раз опять идти, куда глаза глядят. У нас здесь миллион замечательных знакомых, но мы все-таки решили не звать никого из специалистов, а действительно вот так вот гулять, рассматривая новинки. Ну и сразу первое, что обращает на себя внимание, то, что мы как, даже не знаю, как завсегдатые нонфикшн, у нас тут своя тропинка, и мы идем, соответственно, по кругу, и вот такое издательство. Ну, кстати, издательство называется «Синдбад». Ну, не пройдешь мимо этой книги, она и в топ-листе. Нонфикшн – это перевод, да, это же перевод, да, девушки? Испанский автор, судя по фамилии, да, Ирене Вальехо «Папирус. Изобретение книги в древнем мире». Ну, обычное такое предисловие, да, откуда начинается. И да, детективный сюжет, книга и кожа, первая книга, эпоха коробейников, ну, издана очень хорошо, достаточно крупно. Я уже теперь на это обращаю внимание, но меня здесь совершенно сразило посвящение. Да? Посвящается моей маме, твердой руке в мягкой перчатке. Да? Ты бы хотела, Марусь, быть твердой рукой в мягкой перчатке?
Родилась в 1979 году в Сарагосе, получила докторскую степень по классической филологии в университетах Сарагосы и Флоренции. Мы завидуем этой девушке, правда? Автор 2 романов, 2 детских книг и 4 сборников эссе. За книгу «Папирус. Изобретение книг в древнем мире» была удостоена национальной премии в области эссеистики и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, я уже ее пролистала, читается очень легко. Это действительно вот та самая беллетристика, которая раскрывает тему появления книги, ну и на книжной ярмарке, да, вот такая книга, без всякого сомнения, может и должна быть событием. Мы идем дальше, и довольно большой стенд посвящен Великой Отечественной войне, здесь плакаты и прочее, прочее. Ну и на углу издательство, про которое мы всегда рассказываем, издательство «Этерна». Ну, я не знаю, почти все книги мы уже обозрели. Здравствуйте. Вот, видите, я сразу и взяла новинку. Это замечательная совершенно книга, посвященная 2 великим ювелирам. Одного из них вы очень хорошо знаете, да, это Карл Фаберже. Вот. А второй, Еремия Пазье, или по-французски Жереми Пазье, известен меньше, а между тем именно он создает в рекордно короткий срок главную реликвию дома Романовых, знаменитую императорскую корону. И вообще про Жереми Пазье было известно достаточно мало. Он идет пешком из города Женевы, идет к своему родственнику в Москву. Пока он дошел до Москвы, дом его родственника сгорел, то есть его жизнь – это уже действительно невероятное такое детективное приключение. Ну и еще раз повторю, прочитать да, что-то биографическое про Жереми Пазье, ну вот мне, например, не попадалось. Значит, в первую часть вошли воспоминания знаменитого бриллианчика о его пребывании в России с 1729 по 1964 год. А вторая часть – это перевод книги Бейнбриджа о величайшем ювелире Карле Фаберже. Но вот эту книжку я сразу куплю, чтобы про нее не забыть, потому что очень мне про Жереми Пазье интересно прочитать. Ну и не новая книга, да, она вышла к юбилею в прошлом году, 24-й год, Александр Васькин. Ну, вообще очень много пишет о Москве, здесь разные его книги. Вот моя подруга, которая специалист в теме, эту книгу не хвалила. Но, с другой стороны, если вам интересно все, что написано про Щусева, то, в общем, почему бы и нет. В прошлом году, смотрю, вот Лайла смотрели, вот это новая книжка. Вот еще «Франко-прусская война» 1870-71 годов. Тоже «Этерна», события, определившие ход истории. Впервые в русскоязычной историографии собраны и обобщены разносторонние сведения о развитии Европы со времен Венгерского конгресса, о ходе объединения. Это безумно интересная книга «Европа, Франция и Пруссия к середине XIX века». Да, для того, чтобы понять, что происходит сейчас на свете, да, эту книжку, конечно, нужно прочитать и приобрести. Да, это тоже новинка издательства «Этерна». Издательство «Кучково поле». Сюда мы обычно приходим за серией книжек о Москве. Они довольно хорошо известны, да, главные тайны семьи Абрикосовых и так далее. Вот это, кстати, чудесная книга, мы тоже в прошлый раз про нее рассказывали. Это история Китай-Городской стены, была очень интересная презентация. Но в этот раз, в связи с тем, что я была в Каире, пройти мимо книжки «Первый русский египтолог», автор Лаврентьева, я, естественно, не могла. И совсем новая книга вышла в прошлом году, 2024 год, рассказывающая историю человека, да, который посвятил свою жизнь в том числе и египтологии. Ученый первой половины XIX века Гульянов. Ну,
очень мне это интересно. Книга, про которую, по-моему, мы не рассказывали в прошлый раз, но великая княгиня Ольга Александровна человек совершенно необыкновенный, и на Светлой неделе, сразу после Пасхи, будем проводить большое мероприятие, посвященное акварелям этого удивительного человека, который удалось сохранить в России, и в Петербурге скоро откроется постоянная экспозиция из ее акварелей. Удивительные совершенно иллюстрации. Это родная сестра последнего императора, которая в Первую мировую, просто я открыла фотографию, идет на фронт. Вот эта награда, которая была ей дарована, она стеснялась ее носить. Человек удивительной душевной тонкости. И вот эту книгу, помимо ее дневников, стоит еще и на нее обратить внимание. Вот здесь, кстати, отдельная вклейка акварели. С одной стороны безыскусственная, а с другой стороны говорящая о человеке с очень богатым, вот одна из пасхальных ее акварелей. Здорово, очень здорово напечатанные по цвету, прекрасная совершенно вклейка. Если вдруг у вас нет этой книги, наверное, уже это дораспродается тираж, потому что она 22 года. Очень-очень вам ее рекомендую, если вдруг вы про этого человека не знаете. Тем более это будет открытие, 25 глав моей жизни, великая княгиня Ольга Александровна. Вот книга, которую только что, как нам сказали, приехала из типографии «Мир вокруг стола». Очень модная сейчас тема сервировки, тема истории фарфора, истории предметов, которые украшают стол. Искусство столового убранства, большой прием в честь важного гостя. Если хотите мое мнение, издана она, с одной стороны, прекрасная мелованная бумага, но издана... Не хочется критиковать. В общем, приходите, смотрите, вдруг вам подойдет, вдруг вам понравится и будет интересно. Издательство Кучково «Поле». Вот, кстати, книгу, которую я просмотрела, и поскольку праздник приближается, стоит она 1500 рублей, «Традиции истории Светлой Пасхи». Это, по-моему, тоже новинка, 24 года. Такая вот книжка. Есть такая же про традиции Рождества. А вот, кстати, эту книгу я не видела. «Москва» Булгакова. Как жалко, что я уже не юный искусствовед, и, в общем, даже и не зрелый искусствовед, но совершенно замечательный журнал. Я вообще люблю книги по подписке или журналы детские, которые выходят. Здесь история совершенно гениальная. Раз в 2 месяца вы получаете вот такое издание. Всегда есть какая-то заглавная тема. «Привидение в Пушкинском», «Тайны черного квадрата». Это, видимо, Новый год, «Щелкунчик и танец времени», «Похищение Джоконды», «Лувр». И, конечно, это комиксы. Еще 4 года назад я страшно ругалась и говорила, какой ужас. Но не только комиксы, есть тексты, очень симпатичные иллюстрации, квесты, но и комиксы «Беги, Пушкин, беги». Но, с другой стороны, как достучаться для этого современного поколения, которое абсолютно не похоже на нас с вами, я полистала, мне показалось очень-очень симпатичное. Здесь сейчас мы вам наведем на QR-код. Подписка стоит чуть больше 3000 рублей на полгода. И это, конечно, значительно выгоднее, чем покупать журнал по номерам. Но я так понимаю, что у вас еще есть какая-то игра, Есть игра... это пазл, познавательный пазл «Боги Египта». Но это, кстати, можно уже, если думающий ребенок, то года в 4 он уже голову для древнеегипетской богини вполне себе пристроит. Сколько это стоит? 1200. Мне кажется, вообще очень даже хорошая цена и прекрасного совершенно качества деревянные пазлы.
Вот, не пропустите саму идею или на Non-Fiction стенд G02. Спасибо. Ну, традиционно мы рассказываем, да, про один из, извините, ради бога, про один из музеев. И в этот раз сразу несколько чудесных новинок у Музея изобразительных искусств. Вот первая книжка Святослав Рихтер «Я вижу музыку», и это неизданный каталог несостоявшейся выставки. История максимально трагическая. В марте 2020 года, когда разразился ковид, собственно, эта выставка должна была открыться у Ирины Антоновой и Рихтера в один день рождения. Я так понимаю, что выставка уже была готова, смонтирована. Это, конечно, удивительная история из истории любимого музея. Если вам драгоценно все, что связано с Музеем изобразительных искусств, то, конечно, вот этот каталог нужно обязательно иметь. Очень трогательная, небольшая такая, я бы даже сказала, брошюра. Музей изобразительных искусств «Годы Великой Отечественной войны». Сейчас открывается одноименная выставка. И на фасаде музея, если смотреть лицом, с левой стороны есть такая табличка мемориальная, и есть отметины от падения в усадьбу Голицыных с левой стороны бомбы во время Великой Отечественной войны, когда пострадал, да, вот этот вот световой фонарь, который Роман Клейн задумывает над Музеем изобразительных искусств. Он, кстати, стоял довольно долгое время, его сработали на совесть. Ну и здесь разные документы, касающиеся, видите, консервации, эвакуации, упаковки экспонатов, личности и фотографии людей, которые имели непосредственное отношение. Антонина Николаевна Вадо в годы войны исполняла обязанности заведующей гравюрным кабинетом, письма. Ну, то есть вот то, что пережил музей и его сотрудники во время Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, надо будет обязательно сходить на выставку. Кстати, гравюрный кабинет, вот это тоже новинка гравюрного кабинета, раз уж мы о нем заговорили, представленная как раз на Non-Fiction. Замечательные, совершенно удивительные, фантастические, потрясающие гравюры, хранящиеся в собрании Музея изобразительных искусств, которые редко экспонируются. Ну и вообще гравюры, конечно, лучше рассматривать, если они вот таким абсолютно драгоценным способом напечатаны. Да? Москва, 2025 год, издательство музея. И еще одна книжка, которую я тоже хочу показать, и которую я тоже приобрету. Он был масштабный и свободный. Это скульптор, директор Музея изобразительных искусств Меркуров. Я очень много про него рассказываю относительно Москвы. Он действительно был потрясающий совершенно скульптор. И на самом деле очень мало можно о нем найти каких-то биографических вещей. Поэтому, если вы интересуетесь историей, такой вот неочевидной историей Музея изобразительных искусств, то, конечно, эту книжку нужно тоже, мне кажется, обязательно купить. Ну и в прошлый раз мы рассказывали про замечательную книжную программу Музея-усадьбы Архангельская. Сейчас опять пришли найти какую-то новинку, и Александра сказала: у меня для вас есть книжка, которая, во-первых, гениальный подарок. Ну, расскажите сами, что я буду вас перебивать. Машенька, ну у нас наша программа издательская интересна тем, что она очень разнообразная. Мы все время находим какие-то новые темы, потому что фонды Юсуповых, конечно, неисчерпаемы на идеи, на воплощение. И вот в этом году мы начали с вот такого интересного издания по
поваренные записки, которое вошло в топ-лист. Нонфикшн. Для нас это уже добрая традиция, каждое Это наше да, издание это входит правда. в топ-лист, мы очень гордимся этим. Эта книга интересна тем, что здесь переведены и собраны рецепты французские 19 века. Ух ты. И их любопытно не только готовить, но и читать с друзьями, потому что, вот, например, мое любимое это... Ой-ой-ой-ой, сейчас скажу, ну что-то Не там торопись. из задков лягушек. Вот, или как делать малосольные огурцы. Это французы нас учат, как делать Это малосольные да, огурцы. Да, и как рыжики, грузди и опенки варить в уксусе. Ну, То есть это юсупские рецепты, которые найдены, которые, по которым готовили или которые просто... Я уверена, что по ним готовили, конечно же, однозначно, потому что они все находятся в нашей библиотеке Николая Борисовича Юсупова, который потом продолжали и его потомки. И Зинаида Николаевна тоже еще продолжала собирать эти книги. Поэтому я думаю, обязательно все это готовили по этим рецептам. Поэтому рекомендую это купить, потому что издание Чудесно изданное. было выпущено очень небольшим тиражом, и он улетает. Ура! Ну и Да. вообще, приходите, это стенд CSS4. Самое главное, приезжайте в музей-усадьба Архангельская, где... Музей-заповедник. Извините, Да. в музей-заповедник Архангельская, где в замечательном флигеле кладовой над Добрагом Осипа Баве и чудный магазин, и замечательный книжный магазин. Я прям уже соскучилась. И скоро будет фестиваль роз. Да. Потому что снег сейчас когда-нибудь закончится, и будут уже цвести розы. Вот, например, яичница с ветчиной. Все банально. Хочется А уже вот яичница- еще неделю. А яичница с изюмом уже изыsk. Потрясающе. Спасибо вам огромное. Спасибо, Маша. Ждем. Замечательная, всегда блестящая издательская программа исторического музея, не только в самом историческом музее, но и заходя с левой стороны, да, большой сувенирный магазин исторического музея, который мы бесконечно совершенно рекомендуем. Ну и внутри музея тоже есть книжный магазин. Две книжки, это не новая книжка 22 года, но поскольку книг замечательных большое количество, она, может быть, вы ее пропустили, забвению не подлежит, да, или восстановлению, да, к сожалению. Это о заброшенных памятниках архитектуры. Вот здесь написано в аннотации: направлены на привлечение внимания к вопросам сохранения исторических и культурных памятников в российских регионах. Ну и вот такие душераздирающие совершенно фотографии невероятной красоты и памятники, которые, к сожалению, уходят на наших глазах, но даже зафиксировать, сделать фотографии, приехать, сфотографировать, ну, ой, посмотрите, какая красота. Это уже очень-очень большое дело. Мы так вот объезжали храмы в Ярославской области. Смотрите, храм стоит, а вокруг уже и вовсе ничего нет. Замечательная книга, Москва, 22 год, издание Государственного исторического музея. Это из новинок. Книжка 2025 года и называется «Русские императрицы. Не тень державного супруга». Обычно тень державного супруга — это, как правило, удивительные личности: Петр I, Екатерина I, Павел I, Мария Федоровна, Александр I, Елизавета Алексеевна и так далее, и так далее. То есть, ну, хорошо написанная, проиллюстрированная, естественно, не претендующая на серьезные исследования, но, как в советское время говорили, для широкого круга читателей, чтобы представить себе вторую половину русских императоров, мне кажется, совершенно замечательно и чудно издано, как и все в историческом музее. Издательство Елены Шубиной, в принципе, можно покупать любую книгу, это всегда очень качественные, проверенные мемуары. Ну вот новая книжка, которая в шорт-листе Nonfiction, новая книга про Ивана Бунина, Дмитрий Воденников «Жизнь наоборот». Здесь совершенно замечательно глава 5.
Анна Ахматова не любила Бунина, он тоже ее не любил. Любовное свидание с Ахматовой всегда кончается тоской. Как эту даму не обхватывай, доска останется доской. Это эпиграмма Бунина. Правда, кажется, она известна только в прочтении самой Ахматовой. В собрании сочинений Бунина она не печаталась. Более того, есть два варианта этой эпиграммы. Михаил Карлин утверждал, что Анна Андреевна также читала эту эпиграмму и Арсению Тарковскому, но запомнил тот ее несколько в ином варианте. «Увы, но от любви Ахматовой ты все ж откажешься с тоской. Как не люби, как не обхватывай, доска останется доской». То есть такая замечательная, состоящая из нескольких эссе, да, которые складываются в жизни Ивана Бунина. Но вот книжка, это тоже серия жизни известных людей, не замечательных людей, мне кажется, достойна того, чтобы ее купить. Ну что, мы не могли не прийти в наш любимый, как это сказать, на наш любимый стенд. Кстати, еще вот что-то маленькое. Ух ты, Спасская ничего башня себе. Казанского Кремля. Потрясающе. Смотрите, как 26-й выполнен год. Слушайте, ну я только стояла, выбрала, и тут вдруг, посмотрите, 26-й год, Спасская башня Казанского Кремля. Смотрите, как сделано, как выпущено. Совершенно что-то... Тоже в эту тему. Да. Казань, Булгаров. Ну, расскажите мне, у вас центральная научно-техническая библиотека, и вы выбираете шедевры из своей коллекции и позволяете себе издать, я имею в виду позволить себе, потому что это на самом деле достаточно дорогое Ну, удовольствие. спасибо, да, нашему руководству, Росстройконтролю и министерству. Это именно они позволяют нам. И, конечно, это скорее они выбирают, мы так вот только немножко так вот идеи, да, потому что мы работаем с людьми и, ну, как можем, Примерно примерно представляем, что нужно, да, чтобы было бы интересно читателям. Ну, соответственно, в год 90-летия Московского метрополитена у нас, не знаю, можно ли так сказать, цикл такой, да, наверное, книг о метро. Вот, тоже, опять же, на любой кошелек. Ну вот это более специальная, она выходит еще до открытия метро в 1935 году, книга 1933 года. Совершенно верно, да. То есть если вдруг вы специалист и любитель московского метро, это совершенно бесценная такая информация, больше технического характера. Ну и подарок тому, кто увлечен. У меня, кстати, муж мечтал быть машинистом метро. Мы ему делали на какой-то юбилей, он сидит как будто бы в метро, его, в общем, это действительно то, что увлекает очень многих. Вот это московский метрополитен, это уже 53-й год, да, и здесь она... 20 лет. Здесь уже фотосессия станции. Станции метро, Да. замечательная совершенно. Как удается вообще сохранять такое потрясающее совершенно качество печати? Потому что ощущение, что ты держишь не Спасибо рецепт, нашим партнерам. Да? Сделаем им рекламу. И издательство «Известия», да. А это «Известия» делают? Да. Потрясающе. То есть у них свои мощности и возможности потрясающие. Ну и книга, которая мечта каждого, мне кажется, жителя Москвы. На самом деле это очень известное издание, я уже перед вас говорю, да, история московского метро, рассказы строителей. Если вы погуглите, она продается и стоит уже совершенно, ну, так сказать, космических не хочется говорить, но впечатляюще она стоит. И она собрана именно из истории людей, которые метро строят. Ну, я не знаю, передаст ли наша фантастическая техника, поскольку мы снимаем на телефон, качество издания, да, и здесь не только я знаю эту книжку очень хорошо. Она, кстати, не одна, их две, по-моему. Да? Есть еще том 2, да. Ну вот именно, может быть, эту, потому что мне она, Ну, она самая, очень, да, очень хорошо первая, да. знакома, замечательно отредактирована, очень талантливо. Понятно, что люди рассказали что-то такое про себя, и кто-то все это творчески переработал, рассказы, но это читается как не просто какая-то, да, такая документальная история. Это как будто бы беседа с людьми. Да. Вы встречаетесь с ними, они нам улыбаются. Удивительно, что сохранились портреты. Это обычные рабочие люди, которые, да, были вот
Знаете, у меня, можно я тоже параллельно, у меня сын сделал по заказу Яндекса в 2020 году до пандемии. Он сделал 20 интервью с таксистами, которые работают в Москве. Причем, ну, это понятно, что совершенно иная история, но это документ времени. И вот так книжка, Совершенно что-то я ее верно. вдруг сейчас вспомнила. Представляете, как через 50 лет кто-то будет читать рассказы, как таксисты Яндекса принимали роды, или там, ну, там удивительно, совершенно фантастические истории. Вот, не пропустите, если придете на нонфикшн, либо приезжайте в саму библиотеку, потому что мы исходим из того, что книга лучший подарок, правда? Да. Вот. И я так понимаю, что у вас при библиотеке есть книжный киоск, интернет-магазин. Вы нам тогда дадите бумажечку, мы ее прикрепим, чтобы не только люди приходили сюда, но и заказывали. И подписывались Ну, на наш канал. И подписывались на ваш канал. И решетки, где они решетки? Да, вот они. Железные дороги, московский водопровод у нас новый. Обратите внимание, тоже прекрасный сувенир ко Дню строителя. Ну да. Дарим вам. Ну нет, спасибо огромное. Возьмите, пожалуйста. Да не то, что Нам вы. приятно. Да, вот. Так что получили с Марусей подарок. Спасибо огромное. Вам спасибо. Замечательная идея. Пусть она живет и новый исторический план. Ну это мы смотрели в прошлый раз. По-моему, первый раз мы останавливаемся у издательства «Хлеб-соль». У меня дома, на самом деле, какое-то страшное количество книг по кулинарии. Когда я вышла замуж, я старалась их все покупать на иностранных языках, готовила какие-то сложно сочиненные рецепты. Сейчас все свелось к бутерброду с маслом. Вот. Но у меня зато дочь готовит, и вот, мне кажется, это был бы совершенно фантастический подарок. Я думаю, что не я одна припала к экрану и ждала выхода новых серий «Аббатство Даунтон». Если кто-то ходит к психотерапевту, то мне вполне достаточно включить серию этого замечательного английской саги, да, и посмотрите, как здорово здесь рецепты, которые готовят в этом сериале. Но, казалось бы, что может быть неинтереснее английской кухни, да, мы с вами знаем, что все-таки, как сказать, англичане, в отличие от французов, не, как сказать, даже как сказать, чтобы не обидеть. Ну, в общем, английская кухня не самая лучшая, если десерт это пудинг мокрый и не очень вкусный. Вот. Ну, по крайней мере, у меня такие ассоциации. Но для тех, кто любит сериал и для тех, кто любит готовить, это, конечно, совершенно фантастическая история. Единственное, что меня очень смущает цена. Вот, можно навести крупно 4200 за такое издание, хоть и совершенно прекрасное, но вот мне кажется перебором. Нет? Я думала купить в подарок, картинки прекрасные, но, честно скажу, за 430, что я отстала, так стали стоить кулинарные книги. Давайте посмотрим. Это по Толкиену, да, то есть для любителей Толкиена тоже иллюстрации. Вот, ну даже не буду интересоваться, сколько она стоит здесь. А скажите, а Толкиен сколько стоит кулинарная? Да. Вот. Ну и есть еще какая-то скидка, да? Да, скидка минус 25% от цены, указанной на повороте. Ну то есть 3 800 будет, да, примерно. Вот это будет 1070. Ну, вообще, да. То есть Толкин стоит значительно бюджетнее «Аббатство Даунтон». Но если вдруг у вас есть любители рецептов Средиземья, любителей Толкиена, 1000 рублей, если бы это стоило 1000 рублей, я бы ее взяла, не глядя. А так, наверное, оставлю ее на этом замечательном стенде. Многие ищут подарок на Пасху, да и не обязательно на Пасху, крестнику, не обязательно крестнику, просто книжки, где очень простым языком, очень доходчиво рассказывается, например, устройство православного храма.
Многие, приходя, едва ли себе представляют, да, это уже, кстати, 5-е издание, и мы понимаем, что здесь не может быть никаких неточностей, да, никаких вещей не проверенных, а это тоже очень важно. Это издательство Сретенского монастыря, кстати, замечательный у них книжный магазин рядом со Сретенским монастырем. Посмотрите, открываются целые развороты, но не буду с другой стороны открывать, где можно будет узнать, что такое подсвечник, что такое купол, что такое рака с мощами. Замечательная совершенно иллюстрация. И видите, храм в разрезе. Мы заходим и сразу видим, что внутри, да, есть небольшие вопросы, что тоже очень важно для читающих юных, точнее юных читателей. Вот. И такая же книжка, но тоже из этой серии, уже другой автор. Это прям совсем-совсем новое, 2025 год, «Приступая к таинству». И очень действительно здорово, я полистала, почитала, не только для детей, но и для родителей. Главные таинства православной церкви, крещение, миропомазание здесь описаны, что происходит. Святое причастие, покаяние, и есть пример, святой князь Владимир, что такое елеосвящение, венчание и так далее. Ну, совершенно чудесная, по-моему, книжка с замечательными, слово «замечательное» уже произношу в 5-й раз, но действительно это, в общем, большая редкость. Посмотрите, положу сейчас, какой чудесный разворот, и сразу можно проследить, как это, наверное, венчание все-таки, да, как, что, в какой момент происходит. Очень мне нравятся иллюстрации, что в книгах на такую тематику, на самом деле, ну, не хочется опять никого обидеть, встречается, может быть, не так часто. А сколько они стоят? 2000 рублей. Вот такие две чудные совершенно книжки, которые мы от всей души рекомендуем. Вот так идешь по нонфикшену и вдруг видишь знакомую фамилию. Совершенно замечательно. Да, спасибо большое издательству «Международные отношения», которое сделало такой плакат, и 6 книг моего папы, которые удалось переиздать в этом году. Папе исполнилось 80 лет, папа дипломат и историк одновременно. Он был директором историко-документального департамента и написал совершенно замечательные разнохарактерные книги, исторические, конечно. В общем, их было значительно больше, но хотим вас поблагодарить, что вы взяли на себя труд их переиздать. Это, конечно, драгоценно, тем более, что к юбилею вышло такое неполное собрание сочинений. Да, у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 книг, и сейчас выйдет 7-я, 3 раздела Польши, то есть будет такой 7-томник. Сначала думали, может быть, сделать 7-томник, а потом решили, что все-таки они как отдельные книги, но замечательно совершенно изданные, вот так вот, тоже художник издательства «Международные отношения» нашел такой замечательный ход. Толстая книга, я ее беру в руки всегда, Екатерина, думаю, как это вообще можно было такую книгу написать? Папа, мы тобой восхищаемся. Но если серьезно, можно 2 слова вообще про издательство «Международные отношения». Это микрофон, я буду держать его в руках. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, замгендиректора издательства «Международные отношения». Вот, хочу рассказать о нашем издательстве. Оно существует с 1957 года. Первоначально оно было создано как издательство «Премгимо», но уже через 6 лет стало самостоятельным. Ну, какие книги мы издаем? Конечно, это международные отношения, это дипломатия, это международное право, экономика, история обязательно. Вот книги Петра Владимировича прекрасно дополнили Они же нашу коллекцию. Выходили несколько лет назад. Да, у нас выходило 2 книги. Выходила книга «В тени восьмиконечного креста». Это история Мальтийского ордена. В общем, почти никто ей так не занимался плотно, как папа. Да, если вот вам эта история интересна, то это к этой книге.
И вышло И еще... «Прощайте, мадам Помфри». Да, да, это из истории тайной дипломатии. По всем адресам, которые упоминаются в этой книге, отец проехал. То есть он не только ученый, который сидит в архивах, да, и владеет эпистолярным жанром, да, но еще и такой вот исследователь. На самом деле есть книга, можно я про все, пользуясь Конечно, положением, конечно. расскажу «Посол третьего класса», удивительная история дипломата, нашего посла в Константинополе Обрезкова. Вот здесь даже есть так немножко про папу, подержать. Моя самая любимая книга, могу же я, пап, не обидеться, сказать, что у меня есть среди всех замечательных книг любимая, это «Скитоначальник». Это история игумена Серафима Кузнецова, который совершает подвиг, везет из Алапаевска 3 года на Святую Землю гробы великомученицы Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, которые обрели покой в монастыре Марии Магдалины на Святой Земле. Ну и последняя книжка, тоже очень, мне кажется, важная. Папа считает ее самой важной. Это уже, по-моему, 3-е издание. Она переработанная, она дополненная. И это, конечно, и отношения 2 сестер, да, которых мы видим на обложке. Но и более сложная книга, где как раз рассказывается о династии, о том, что происходило. Даже не буду пересказывать содержание книги, но она чрезвычайно важна, мне кажется, именно вот в такой настоящий текущий момент. Анастасия, еще раз огромное вам спасибо, потому что мы, приступая к этой работе, конечно, были очень смущены, удастся ли, получится. И вы героически, конечно, все это сделали. Спасибо большое. Ну и еще раз, да, готовится 7-я книга, 3 раздела Польши. Это тоже будет такой монументальный труд, такое вдумчивое исследование. Я думаю, что летом. Мы ждем на Красной площади, на книжной ярмарке. Будем надеяться, что вдруг успеем. Может быть, есть какая-то книжка, а то неудобно, пользуясь служебным положением. Мы только про папины, не знаю, дипломатический протокол в России сразу у меня падает. Да, у нас прекрасная серия по истории дипломатии, по протоколу, церемониалу. Просто базовая серия для студентов. И для молодых дипломатов. Конечно. А вообще они покупают, да, приходят? Да, пользуются популярностью. Еще хочу рассказать о серии «История внешней политики разных стран». Это совместно с МГИМО. Мы выпускаем США, Германия, Япония, Италия, Великобритания. Сейчас готовится Испания. То есть эта серия тоже пользуется. Это новая, да? То есть там, наверное... Вы знаете, да, сейчас обновляется. Первоначально она была издана в 2012 году, но, естественно, все меняется. Не то слово. Да, поэтому книги обновляются, актуализируются. Еще хотел бы похвастаться нашей новой серией. Ох. Высшая школа перевода. Ох, как здорово. Потому что перевод – это как раз международные отношения, это очень важно. Вот мы сейчас видели историю, когда человек пытался без переводчика разговаривать. Что из этого получилось? Так вот, в этой серии вышло уже 2 книги. «Синхрон» и «Текст и перевод. Теоретическая книга». Готовятся еще книги по устному переводу с испанского, с китайского, планируется французский, немецкий. В общем, и у вас замечательный совершенно сайт, где очень наглядно и обложки книг, и цены, и так далее. Мы тоже прикрепим ссылку на сайт. Да, и у нас еще есть телеграм-канал. Вот, кстати, QR-код. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Наведешь, Марусь? Чтобы быть в курсе наших новинок. Обязательно. Спасибо вам огромное. Делаете какое-то, по-моему, неоценимое совершенно дело, когда, да, и дипломатические протоколы, и дипломатические отношения остаются не, да, какой-то фигурой речи, устаревшей, а история очень актуальная. И пусть издательство существует, разрастается, новых авторов. А мы от всей души вас благодарим. Спасибо вам большое. Всех поздравляю с открытием ярмарки и хочу представить наших сегодня участников.
Мария Сурвила, которая представляет авторов книги «Тайна старого чердака». Дочка и Дочка мама авторов. автора и мама автора. Очень приятно с вами познакомиться. И Елена Фисенко, директор издательства «Лингва F», которые издали эту замечательную книжку «Тайна старого чердака». Ну, для меня, во-первых, книжка «Тайна старого чердака» — это исторический детектив, да, с такой краеведческой составляющей. Но почему он привлекателен? Конечно, всегда в детективе есть загадка. А уж история, она вообще изобилует загадками. И объединить, с одной стороны, жизнь современных детей и переплести ее с какими-то серьезными историческими темами, как раз вот жанр детского детектива, он и позволяет. Очень здорово. Почему детектив? У нас совершенно, наверное, особенная история, которая, я надеюсь, вдохновит тех, кто прочитает предисловие, а их там целых 3. Мы уже не знали, что еще можно предпринять, какой кульбит совершить, чтобы дети начали читать. Вот сейчас, когда у меня 4 взрослых детей, я убеждена, что вот этот ген и любовь к чтению человек либо рождается читающим, либо он рождается каким-то другим. Но тогда мы были молоды и очень надеялись привить любовь к чтению, а старший сын Иван, который, собственно, автор этой книги, вместе с дедушкой, он учился читать в 3 года и, в общем, к 7 своим годам прочитал уже очень и очень много. Знаете, мы привыкли считать, что детектив – это упрощение жанра, да, это всегда интрига, развязка, да, это какие-то приключения. А в данном случае, выбрав вот этот жанр, это скорее исторический детектив. И помимо того, что, да, любовь к чтению, но это еще и краеведческая история, потому что в нашем детективе, можно буду говорить нашем, там еще и история усадьбы Архангельская, потому что там находится дача, императорская резиденция Ильинская, все истории, связанные с контекстом этого места. Поэтому те, кто эту книжку купил, сейчас читают, говорят, вообще-то она 6-99, надо было вот так ставить возрастной, да, вот этот ценз. Книжка эта продается на сайте издательства Lingva F. Я буду в эти выходные, 13 числа, на ярмарке «Прабабушка» у Муравьевых апостолов привезу наши экземпляры. Но если вы придете на нон-фикшн, не знаю, какая это линия, можно посмотреть буквы, но вот буквы G04, книжный дом Анастасии Орловой, где и наша книжка, и эти 2 детектива, про которые мы рассказали, видите, к сожалению, не смогли присутствовать авторы, я за всех сегодня отчитывалась. Вот приходите, нам будет очень приятно, книжка получилась достойная. Ну что, у нас традиционная рубрика, мы обычно ловим кого-то из наших друзей, и самое интересное, да, рассказывать не просто о книгах, а выбор человека, к мнению которого мы прислушиваемся. Во-первых, Лена, благодарю вас за издание книжки, замечательной, за презентацию, в которой я действительно как самозванец приняла участие, и книжка уже пошла в народ. Это так приятно. На самом деле за книжку, даже не за свою, переживаешь больше, чем за ребенка. Да, вот сейчас там что-то такое сказали, я думаю, я же должна защитить, я должна объяснить. Это, конечно, такие 3 волнения автора и даже человека близкого к авторам. Ну, в общем, спасибо вам за все эти эмоции. Это то, что вы купили на нон-фикшн. Я прямо на вас вешаю микрофон. И 2 слова, да? Ой, чтобы не испортить. Или вот сюда, давайте. Ну, я бы сказала, что я успела купить, пробегая на презентацию мимо стендов коллег. Потому что если побродить, стопка вырастет тут же еще раза в 3. Вот, Эту я тоже купила. Да, но я всегда начинаю с музейной линии. Это вообще всегда такое обязательное посещение. Еще на выходе у меня парочку еще отложено и присмотрено. Ну вот Святослава Рихтера, конечно, все мы любим и ценим.
И Пушкинский музей сделал очень интересную, на мой взгляд, книгу «Я вижу музыку». То есть это не состоявшаяся выставка с цитатами Рихтера и очень остроумно подобранными к нему художественными полотнами. Я думаю, что это издание, оно может быть преамбулой и к настоящей живой выставке. И главное, это совершенно библиографическая редкость станет уже лет через 20, да, потому что вот таких вещей, да, каталог несостоявшейся выставки, я вот, кстати, начала перебирать в памяти, я не вспомнила нет такого примеров. Да, это да. действительно хорошая и такая эксклюзивная задумка. И в то же время она смелая, согласитесь, да? Может, Да, то есть вот очень. За нашей спиной сейчас награждают лучших иллюстраторов. иллюстраторов. Поэтому, У нас да, тут прям в тему, можно сказать, сразу в тему. выступление. Вот, потом я, конечно, купила каталог «Неизвестный Да. Щукин». Да. После выставок каталоги начинают стоить немножко дешевле. Даже не немножко, в 2 раза, я бы сказала. Вот. Лайфхак. Да, лайфхак прям такой. И я его пошла все-таки купила, размышляла, нужен он мне, не нужен. Но тут сейчас мы пишем сценарий для наших пушкинских детей, и да. я поняла, что он все-таки нужен. Почитала, посмотрела и решила. Каталог, он очень хороший. Очень хороший. Вот. Купила старое такое переиздание, на самом деле, это путеводитель по Волге от Твери до Астрахани. И каким это был маршрут 100 лет назад. Вот, очень хорошо написан. Собираетесь? Ну, я люблю вообще эти места, мы Я очень часто ездим. Вот, Это, наверное, если плыть на пароходе, да, то это прям да, ой, то это посмотрите, прям как здорово. обязательное такое, мне кажется, Ой, как чтение. интересно. Вот. Что-то я не видела. Ярославль, очерк Ярославской губернии, Кострома, Нижний Новгород. Слушайте, надо, я пойду сейчас ее куплю. Это «Карьера пресс». «Карьера пресс», да. Это репринт, но да? такой вот ну, очень обработанный хорошо литературно, он обработанный, репринт, да, вот, поэтому да. она, в общем, Ой, как комфортна здорово. для чтения. Рыбинск. Конечно, я не могла Интересно. пройти мимо книжки про Ивана Дмитриевича Сытина. Вот. Пучкова-Коля, Да, это прям, я думаю, что в таком библиотеке каждого книжника она обязательна, тем более у нас Москвоведа. и москвоведа, потому что Иван Дмитриевич, он все-таки такой для нас всех пример. И сейчас реставрируется, да, его типография на Пятницкой. Пятницкой улице. И, наверное, как-то что-то такое интересное. там Недавно будет. мы ходили книжниками в музей-квартиру и начали с Введенского кладбища, с его могил, в общем-то, с захоронения, и поговорили о тех, Как совпадают наши, потому что мы эту книжку тоже сделали на нее. обзор, да, вот изобретение книг в Да. древнем мире. А вы видели, какое там посвящение? Сейчас я вам покажу. Меня сразило вот это. Посвящается моей маме, твердой руке, в мягкой перчатке. Гениально. И вот что значит обложка? Да? Я бы на самом деле этой книге дала приз за обложку. Да, за лучшую обложку. Да, потому что это так изысканно, совершенно замечательно. Литературный феномен. Так. Вот. И, конечно, уже были книги о плакатах, но здесь эта книга меня привлекла тем, что это, во-первых, фондо музея Москвы, и научные сотрудники музея Москвы писали комментарии к этим плакатам. Потом, конечно, книжка такая, она получилась яркая и самобытная. Здесь довольно много редких вот плакатов. Вот, и, Маша, я ее вам хотела подарить в память о нашей сегодняшней презентации, встречи на выставке. Ой, как приятно. Лен, Вот, спасибо вам да. огромное. Лена, всегда знаете мои вкусы, и художественные в том числе. Если действительно мы с вами сейчас пойдем, то уже нужно будет купить сумку на колесиках. Не пропустите нон-фикшн, еще 2 дня. Это не только возможность полистать, подержать в руках книги, купить то, без чего ты не можешь жить, даже если стопка на твоей тумбочке уже доросла до потолка.
Это привычка к чтению, привычка следить за литературными новинками, привычка уже в конце концов приходить сюда на нон-фикшн, следить за программой. Она всегда очень интересная, и мне кажется, что с каждым годом она становится все более и более интересной. Ты видишь, как заполнены презентации. За нашей спиной сейчас отгремело вручение премии лучшему иллюстратору. В следующий раз на нон-фикшн мы встретимся поздней осенью, в начале декабря, и надеемся, там уже сам Бог велел прийти за новогодними подарками, да, потому что мы с Леной настаиваем, что книга это не только лучший подарок кому-то, но и прежде всего лучший подарок самому себе. Действительно, талисман, уже который нон-фикшн, это Юрий Нарштейн. Мы пришли, он сидел и неутомимо подписывал книжки, он действительно общается с каждым, кто к нему подходит. Для любого Юрочки или Сашеньки или Оли подписывает книги. Это невероятно трогательно, потому что он умудряется сохранять искренний интерес к своим читателям. Это в его глазах, такое не сыграешь. Мы провели, я даже не знаю, страшно подумать, 4 часа на нон-фикшн. Мы встретили опять миллион знакомых и мало знакомых людей, с которыми мы разговаривали. Нон-фикшн стала наиважнейшим культурным событием Москвы. Теперь 2 раза в год мы приходим сюда не только за книжными новинками, но и для того, чтобы не утратить вкус к чтению, не утратить привычку читать и покупать новые книги. Даже если вдруг времени на то, чтобы прочитать их досконально, у нас уже нет, и пирамида книг на тумбочке уже достигает самого потолка, но все же, вот эта привычка подержать в руках новую книгу, она поддерживается совершенно замечательной ярмаркой нон-фикшн. И вот уже совсем скоро, в конце ноября, вы понимаете, как быстро пролетит лето, мы опять придем сюда уже за новогодними подарками, за новыми встречами. И очень советуем вам не пропустить в этот раз, еще целых 2 дня будет работать нон-фикшн. Может быть, мы помогли вам выбором, который мы сделаем, а мы уже еле-еле нагружены, не знаю, как мы сейчас опять все это понесем, при том, что мы с Марусей били себя по рукам, у нас уже все есть и так далее, но если быть честными и откровенными, вернемся сюда еще раз. Маруся сказала, я приду в субботу, у меня придут дети, и, конечно, нон-фикшн, уже закончившись, даст нам возможность этого свидания с книгой еще на все лето. В общем, хватит нам, будет нам что почитать до декабря месяца. Читайте книги, дарите книги. Книга – лучший подарок. И упала.